Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие следочки, носочки-следочки на размер 37-38. Вязать я буду, пряжа у меня, значит, верхняя часть белая, это турецкий вот детский акрил, в 100 граммах 300 метров. Остальное, синий цвет, я вязала в 100 граммах 250 метров. Но я очень удивилась, потому что мне даже показалось, что вот это вот 300 метров плотнее, толще, то есть выглядит, чем та, которая 250. Разницы особо не заметила. Спицы для вязания мне понадобится номер 3, также круговые номер 3, спицы номер 2,5. Верхнюю часть, резинку и вот эту вот часть я провяжу спицами номер 2,5. Мысок весь, боковые стороны и подошву я провяжу спицами номер 3. Смотрите, вот эти вот. Здесь у меня пряжа в 100 граммах 220 метров. И они у меня получились на размер больше. Также сама все вязала. Расчет точно такой же. Вот даже зрительно можно увидеть, что не больше. Как увеличить размер слитка, значит, увеличивать будем по мыску, по вот длине вот этого вот самого язычка, передней части. Значит, по ходу вязания я еще раз потом скажу, как можно будет увеличить. Вот эту вот часть можно будет провязать на пару рядов больше. Или же вот эти вот ремешки, у меня 3, можно будет просто 4 их сделать, например, увеличить. Это я вам примеры такие привожу. Ну и вот здесь вот тоже можно будет вот эту вот деталь потом провязать на 1-2 ряда больше, вот так вот, где можно увеличить. Но здесь, если эти подошли на 37-38, на 39 вот, или взять пряжу потолще, или же вот просто можно провязать лишний один ремешок, или же вот здесь 2 ряда добавить будет достаточно, я так думаю. Ну, вообще такая модель, она больше, наверное, детско-подростковая, не знаю, ну, я вот даже на себя примерила, мне понравилось, вспомнила детство. Так, ну что, переходим к вязанию. Переходим к вязанию. Значит, вот этот вот синий цвет у меня. Сразу отмотаем один небольшой клубочек. Для чего? Смотрите, вот эти вот между ремешками перемычки, вот эти вот, они у нас будут вязаться из отдельного клубочка. Поэтому вот небольшой клубочек отмотаем. Далее, сейчас на спицу номер 2,5 я набираю обычным способом 58 петель и провязываем резинкой 1 на 1. Я провязала 10 рядов. Значит, изнаночная, лицевая. Вяжем изнаночные, лицевые тем методом, к которому вы привыкли. Кто-то вот за заднюю стенку провязывает, кто-то за переднюю. Я вот как вяжу всю жизнь, так я вяжу. Поэтому в итоге получается, по-моему, у всех все одинаково. Лицевые выглядят как лицевые, изнаночные выглядят как изнаночные. Значит, набрала и вот провязала. Сейчас я это замерю сразу в сантиметрах и буду детали далее измерять тоже в сантиметрах. Не соскочила, чтобы... Ну вот, в спокойном состоянии, смотрите, сколько она здесь, 16,5, почти 17, да? Можно провязать, сколько у меня здесь, 3, чуть больше. Можно провязать высокую резинку и потом просто сделать отворот. Это уже по вашему желанию. Я связала вот коротенькие такие, значит, теперь далее лицевая сторона. Провязала 10 рядов, перешла на лицевую сторону и вяжу все лицевой гладью. По лицевой стороне все петли буду провязывать лицевыми, по изнаночной стороне все петли буду провязывать изнаночными. Провяжу так 12 рядов. Лицевая сторона все провязываю лицевыми. Так, довязала ряд, первый ряд до конца все лицевыми. Перешла
кромочную провязала изнаночной, перешла на изнаночную сторону, все провязываю изнаночными, второй ряд, и опять третий ряд по лицевой стороне все провязываем лицевыми и по изнанке изнаночными. Как я сказала, я провяжу всего 12 рядов. Так, провязываем. Провязала я 12 рядов лицевой гладью. Далее вязание разделяю на 3 части. Средняя часть у меня будет 20 петель и по бокам 9 под 19. Значит, я вот на нитке взяла, можно это, конечно, на спицах оставить. Сейчас что мы будем вязать? Смотрите, провяжем вот первый синий ремешок. Он состоит из 6 рядов. Каждый ремешок будет состоять из 6 рядов. Далее, после этого ремешка я провяжу 12 рядов опять лицевой гладью. Если размер большой, больше, чем у меня, как я уже говорила, чтобы увеличить вот эту вот длину слитка, можно провязать на пару рядов больше. Но опять же, свяжите вот один образец, они вяжутся очень быстро, и тогда вам уже будет понятно, где сколько добавить, если нужно добавлять, допустим, или же убавить. Так, теперь боковые петли можно было провязать до середины, но я оставила здесь нить, провязывать не стала. Теперь беру синий цвет и провязываю все средние 20 петель лицевыми петлями. Перешла на спицу номер 3. Да что, я никак не могу начать, ну. Так, все, провязываю все лицевыми. 1, 2, 3. И до конца. Если, допустим, 39-40 кто-то вяжет, то среднюю часть можно оставить 22 петли. Пошире сделать. Так, первый ряд провязала, второй ряд по изнаночной стороне, провязываю опять все лицевыми, и так 6 рядов: лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Так, провязываем 6 рядов лицевыми петлями. Довязываю я 6-й ряд по изнанке. Сразу подвязала вот белый цвет. У меня одна нить осталась с этой стороны, поэтому я сейчас подвязала вторую нить. И сразу последнюю вот кромочную я провяжу белым цветом. Следующий ряд, потому что у меня будет белым цветом. 1, 2, 3, 3 изнаночных вот таких дорожки у меня получилось. Далее перехожу на белый цвет. Теперь провязываю лицевой гладью все белым цветом. 12 рядов. 1, 2, поехали. Лицевыми вяжем вот эту вот боковую нить через каждые 2 ряда. Не забывайте перебрасывать, протягивать, чтобы не было большой протяжки потом. Так, все, вяжем по лицевой, по изнаночной стороне. По лицевой лицевые, по изнанке изнаночные петли. Провяжу сейчас 12 рядов, к вам вернусь, и дальше будем вязать уже ремешки, и между ремешками соединять, как они называются, перемычки такие. Так, довязала до конца. Кромочную здесь я провязала лицевой, перешла на лицевую, на изнаночную сторону. Все провязываем опять изнаночными, а по лицевой стороне все вяжем лицевыми. Довязываю 12 ряд я до конца. Последний ряд у меня. Кромочную провязываю темным цветом, так как у меня следующий ряд будет темным цветом. Теперь далее опять я вяжу 6 рядов платочной вязкой лицевыми петлями. Провязываем 6 рядов лицевыми петлями.
Провязываем 6 рядов, последний 6-й ряд по изнаночной стороне. Опять перехожу на белый цвет. Так, лицевая сторона. Далее, сейчас что мы будем вязать? Смотрите, мы будем вязать вот эту вот перемычку. Она состоит из 6 петель. Между каждым ремешком 4 ряда лицевой гладью. Перемычка это также 4 ряда. Так, значит, сейчас она у нас из 6 петель. Значит, я провязываю 7 петель. 7, 7 и посередине 6. Всего у меня 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Для чего я это сделала? Сейчас подвяжу сразу вторую нить темного цвета, синий у меня. И вот ее перед работой оставила. Далее я продолжаю вязать все белым цветом. Эта нить пусть здесь будет. Мы, когда провяжем 4 ряда белым, потом свяжем 4 ряда перемычки. Так, продолжаю дальше вязать. Значит, сейчас белым цветом провязываю 4 ряда лицевой гладью. По лицевой стороне все петли лицевые, по изнаночной стороне все петли изнаночные. Изнаночная сторона, первую сняли, вторую, следующий провязываем изнаночными, и по лицевой стороне вяжем изнаночными. Довязываю 4-й ряд лицевой глади по изнаночной стороне. Перешли на лицевую сторону. Теперь что дальше? Смотрите. Поднимем 6 средних петель. Вот у нас 7. Осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нить я эту вывела вперед. Потом этот хвостик здесь закрепим. За первую дужку. Так, постараюсь, чтобы это было видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Проверяем себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 осталось здесь. Все подняли. Теперь поднятые эти петли провязываем 4 ряда платочной вязкой. Первую провязываю лицевой. И все остальные провязываю лицевыми. И кромочную я провяжу изнаночной. Так, провязала, развернулась. Второй спицу возьму. Не растягивайте край, так чтобы это красиво было. 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязали. И еще один лицевой и один изнаночный ряд. Так, провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Что такое? И по изнанке. Так, провязала.
что у нас здесь получилось. Вот. Теперь следующий ряд темного цвета. Провязываю 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь петли перемычки и петли вот эти вот белые, 6 здесь и 6 здесь, мы по 2 петли будем соединять, провязывать вместе. Вот эту нить я завожу опять за работу, а потом, когда будем вязать следующую перемычку, мы опять ее перебросим вперед. Так, завели, и вот основной нитью я продолжаю соединять. Так, сейчас тут подтянем это все. Так, одну петлю синюю и одну белую провязываю вместе. Подтянули, хвостик этот подтянули. Можно сразу, вот смотрите, кому так неудобно, снять и вот перебросить на заднюю спицу. Ага, пока сняла, и это соскользнуло. Ну. Как я уже сказала, можно перебросить петлю сразу на заднюю спицу, если вам так будет удобнее, и две вместе, синюю и белую, провязать. Так, ввела спицу под синюю, под белую, захватила нить, две вместе провязала. Теперь аккуратненько сняла, подтянула. Под синюю, под белую. Провязали вместе, сняли. Под синюю, под белую ввела. Соединили две петли вместе, провязали. Опять синяя, белая. Провязали. Все. Теперь что у нас здесь осталось? 7 петель осталось. Провязываем их синим цветом до конца. Вяжем далее платочной вязкой. Опять провязываем 6 рядов. Первый сейчас мы заканчиваем. Перешли на изнаночную сторону. Снимаем первую петлю. Далее все вяжем лицевыми. Провязываем оставшиеся 5 рядов. Перешли на лицевую сторону. Продолжаем вязать. Это у нас третий ряд. Продолжаем вязать все лицевыми петлями. Так, вот эту вот нить, которая у нас с перемычки, здесь перебрасываем. Закрепляем, чтобы не было большой протяжки. Я вот 7 петель провязала, ее сзади перебросила. Так, провязываем. Довязываю 6-й ряд по изнаночной стороне. Следующий ряд у нас будет идти белым цветом. Перешли на лицевую сторону. Провязываю 7 петель белым цветом. 1. Здесь нить перебросила. 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязала. Теперь нить перевела вперед. Далее продолжаю вязать лицевыми петлями. Белым цветом провязываем 4 ряда лицевой гладью. А потом опять свяжем вот эту вот перемычку.
Так, первый ряд довязала, второй по изнанке, третий по лицевой стороне и четвертый будет по изнанке. Опять у нас так, изнаночная сторона, вяжем все изнаночными петлями, провязываем 4 ряда. Довязываю четвертый ряд по изнанке, перешли на лицевую сторону. Так, теперь что мы делаем? Поднимаем средние 6 петель. Один, два. Спицу можно взять потоньше, чтобы легче было поднимать. 3, 4, 5, 6. Подняли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязываем 4 ряда платочной вязкой, все лицевыми. Нить у нас уже вот она готовая впереди. Так, еще раз пройдусь. А здесь всего 2 перемычки, а следующая уже будет на мысок идти. Так, первую сняла, следующий провязываю лицевыми и кромочную я провязываю изнаночной. Первую опять снимаем, опять провязываем все лицевыми. Кромочную провязала изнаночной, развернулись на лицевую сторону. Опять первую сняла. 1, 2, 3, 4, 5. И шестая у нас кромочная. Провязали ее. И по изнанке последний ряд провязываем четвертый. Так, все, закончили. Теперь что у нас следующий ряд? Опять мы провязываем 6 рядов платочной вязкой и присоединяем средние петли к белым петлям. Так, первую снимаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Теперь следующие 3, 6 петель мы соединяем с петлями перемычки, и остается у нас 3, 3, 7. 7 по краям и 6 посередине. Все. Иногда себя нужно перепроверять. Мало ли, вдруг где петельку потеряли. Так, эту нить мы заводим назад. Забросили ее туда. Пусть она ждет своего часа. Теперь основную нить, которую вяжем ряд, взяли. И соединяем петли синие с белыми. Так, теперь одна и вторая белая. Провязываю 2 вместе. Аккуратненько придерживаем, сняли, подтянули. Одна, вторая. Провязали 2 вместе. Сняли. Две петли соединила. Соединили. Провязали. Еще одна. Провязали. Все. Оставшиеся петли довязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И далее оставшиеся 5 рядов провязываем лицевыми петлями. Так, что мы сейчас сделали? Смотрите. Так вот переверну. 1, 2,
Сейчас вяжем третий ремешок. Значит, довязываем оставшиеся 5 рядов. Довязываю я 6-й ряд. В конце ряда опять я поменяла цвет на белый. Перешли на лицевую сторону. Так, что у нас здесь получилось? Вот, значит, сейчас следующее, что мы делаем, у меня будут убавки на мыс. Все, я закончила. Теперь я буду убавлять и вот эту вот деталь провяжу. Если размер больше, как я говорила в начале, то можно провязать еще вот это вот один ремешок такой, еще один. А потом уже начать делать убавки. Так, теперь сейчас белый цвет. Опять все то же самое. Провязываю 7 петель, нить перебрасываю вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нить перебросила. Белым цветом я провяжу 2 ряда и начну убавлять. А потом провяжем вот эту вот деталь. Сначала убавим белым цветом мысок, а потом сделаем темным цветом. Так, все, далее довязываю ряд до конца лицевыми все. И по изнаночной стороне возвращаюсь изнаночными. 1, 2. Из третьего ряда я начну делать убавки. Убавки буду делать только в лицевых рядах. На лицевой стороне, то есть. Так, сняли и довязываем до конца ряда изнаночными. Второй ряд довязала белым цветом, перешли на лицевую сторону. Так, с боковой части я нить обрезала, этот цвет мне, второй клубок, то есть больше не нужен. Продолжаю вязать, вот синий цвет у меня. Теперь делаем убавки. Первую петлю снимаю, вторую провязываю, следующие 2 петли провязала вместе. Как в носках делаем убавки. Далее все провязываю лицевыми до конца ряда и в конце ряда, не довязывая 4 петель, сделаем 2 убавки. Так, пришла в конец ряда, 2 петли, я их поменяла местами с наклоном вправо, убавила, соединила 2 вместе, 1 лицевая и кромочная, провязали. Перешли на изнаночную сторону, все петли без изменений провязываем изнаночными. И по лицевой стороне будем убавлять. Вяжем до конца ряда изнаночными. Перешли на лицевую сторону. Первую снимаем. 2 петли провязываем. Ой, вторую провязали. Следующие 2 петли провязали вместе. Оставшиеся петли провязываем лицевыми и убавим в конце ряда. Значит, я буду убавлять, пока у меня на спице не останется 12 петель. Сделаю последнюю 12-ю убавку, будет 12 петель, и последний ряд провяжу по изнаночной стороне. Так, ну там я к вам вернусь еще. Так, осталось 4 петли в конце ряда. Опять 2 петли провязали вместе. Убавили. Значит, получится всего 10 рядов. Останется 12 петель на спице и 10 рядов это будет. Опять же, можно, чтобы удлинить вот этот вот язычок, можно убавить до 10 петель. Если, допустим, вы плотной пряжей вяжете, то можно и 10 петель оставить. Ну вот у меня 12 я оставила, потому что узкий будет мысок. Не знаю, если просто на маленький размер или ножка узкая, тогда да. Но опять же, у каждого плотность вязания разная. Так.
Вяжем, убавляем мысок. Первую сняла, одну провязала, 2 вместе. Довязываю ряд до конца лицевыми петлями. Так, 4 петли осталось. 2 петли провязываем вместе. Вот так вот с наклоном вправо провязала. Предпоследнюю лицевой и кромочную я провязала лицевой. Значит, так, убавляем мысок. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Сделала последнюю убавку. Это был у меня 9 ряд. Перешла на изнаночную сторону. Провязываю весь ряд до конца. Все, у меня на этом убавка закончена. Так, теперь провязываем вторую деталь. Так, белый цвет, чтобы он не путался, его можно обрезать, он больше не нужен. Поднимаю опять 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять провязываю 4 ряда платочной вязкой. Первая лицевая, вторая лицевая, третья лицевая, четвертая, пятая и шестая у меня кромочная провязала. Все точно так же, как я делала в предыдущих рядах. Перешли на изнаночную сторону, опять все вяжем лицевыми, провяжем 4 ряда. Так, провязала я 4 ряда. Теперь здесь мы убавляли, а теперь вот эту вот деталь мы будем расширять, добавлять в начале, в конце ряда по одной петле по лицевой стороне, пока у нас на спицах не будет 12 петель. Также получится 10 рядов. Значит, количество рядов в белой детали и вот в этой синей должно быть одинаковое. Если вы, допустим, набирали 22 петли, то в этой детали у вас может не хватить 2 ряда. Тогда их просто провяжем лицевыми и изнаночными. Но это кто вязал большой размер, например. Ну вот эти вот детали, которые мы убавляли и которые прибавляли по рядам, они должны быть, количество рядов должно быть одинаковым. Значит, провязала сейчас 4 ряда. Первую снимаю. Теперь прибавки буду делать из одной петли, вывязывать 2. Можно просто перекрученными накидами делать, кому как удобно. Вот из одной петли вывязала 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одну вытащила, вторую провязала 7 и кромочная 8. Все, добавили 2 петли. 8. Перешли на изнаночную сторону. Провязываем без изменений все лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Лицевая сторона. Вяжем и опять добавляем в начале и в конце ряда по одной петле. Первую сняла. За переднюю стенку я сначала одну петлю вытащила, провязала, а вторую за заднюю стенку. Вот так вот я делаю. Так, 3 петли у меня на спице. Вяжем дальше. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и кромочная 10. Расширили.
Перешли на изнаночную сторону, провязываем лицевыми петлями без изменений. Так, изнаночную сторону провязали. Теперь лицевая сторона. Опять все то же самое повторяем. Первую снимаю, далее делаю одну прибавку, одну добавила, одну провязала, 3 петли на спице, вяжем до конца ряда. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь осталось 2 петли, одну прибавила, одну провязала, и кромочная, изнаночная. Так, что у нас здесь получилось? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все. Прибавки закончились. Изнаночный ряд провязываем. Провязали изнанку. Так, теперь это тоже нужно отрезать. Теперь вот эти вот. Можно сразу перенести на одну спицу, чтобы потом удобнее было их соединять. А можно также соединять, как мы делали перемычку. Значит, все, мы закончим. Сейчас я его замерю. И что мы будем делать дальше, скажу. Так, что у меня здесь получилось по мысу? 13 сантиметров в спокойном состоянии. Подтянулся до скольки? До 15,5. Еще сейчас будет у нас обвязка, она тоже зайдет наперед. Значит, теперь что мы делаем? Вот эти вот петли, мы сейчас их все привяжем, когда будем делать обвязку по всему слитку. Далее на круговые спицы я буду набирать петли, а те, которые остались открытые, я буду провязывать. Подвязала сразу темный цвет. Здесь у меня боковая сторона оставалась 19 петель. Провязываю лицевыми их все. Провязываем эти 19 петель. Так, провязала. Далее крючком буду набирать петли. Теперь смотрите. Сейчас я вот здесь наберу одну лишнюю петельку, чтобы не было у меня дырки. Значит, одну набрала. И всего до мыса у меня будет 27 петель. И плюс одна, 28 получилось, да? Так, теперь набираем под 2 дужки, вела крючок. Здесь надо потуже, желательно подтянуть. Вот не подтянула я туго. Вот так вот. Так. Так, синий цвет. Здесь у нас 3 петли получается. Было 6 рядов и получается 3 петли. Далее набираем 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У меня было легко считать ряды. Смотрите, у меня было 12 рядов здесь провязанных, лицевые и изнаночные, если считать. И вот сейчас я набрала здесь 6 петель. Далее опять 3 петли, чтобы нигде не пропустить. Так, набираем до конца ряда.
Продолжаю набирать петли. Вот у нас мысок. У меня было 10 рядов. Сейчас у меня здесь должно быть 5 петель. 1, 2, 3, 4. И 5-я. Вот она. Набрали. Теперь далее провязываем петли мыска по 2 петли вместе. Соединяем. Первую петлю. Немножко сложно. Там я узел завязала, поэтому... Ага, сняла. Подтянула здесь. Все, далее опять соединяю по 2 петли. Соединили. Опять одна синяя, одна белая, провязали вместе. Продолжаю соединять петли мыска, провязываю по 2 петли вместе. Одна синяя, одна белая, соединили вместе. И последнюю также соединили. Все. Теперь далее набираем на второй стороне точно так же, как мы набирали вот эту вот сторону. Смотрите. Вот подушкам даже 1, 2, 3, 4. А у нас здесь должно быть 5 петель. Вот она, 5-я в самом углу. Вытащили. 1, 2, 3, 4, 5. Вы можете себе поставить маркеры, 12 петель мыска, боковые петли, чтобы потом легче было ориентироваться. Ну, самое главное, мысок можно отделить. Я забыла это сделать, но... Далее, опять продолжаем набирать петли. Что у нас здесь? 3 синих идет. Как я уже говорила, у меня будет 27 плюс 1, 28 петель у меня. Теперь 4 ряда было белых провязано. Значит, отсюда мы набрали, отсюда 2 петли. Так, продолжаем, наберем до конца петли и оставшиеся 19 петель провяжем. Набрала петли по боковой стороне, пришла вот в уголок. Опять здесь подниму одну лишнюю петельку. Я потом ее так и оставлю, я ее убавлять не буду. Так она у меня и останется. Так, здесь подтянули все. И оставшиеся петли провязываю до конца со спицы все лицевыми. Перешли на изнаночную сторону. Далее что будем делать? 10 рядов провяжем лицевыми петлями. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5 дорожек будет изнаночных. Сейчас 10 рядов провяжем самостоятельно лицевыми петлями по лицевой и по изнаночной стороне. Я к вам потом вернусь. Пару рядов сделаем укороченными рядами. Поднять, куда я уехала-то? Поднять вот этот вот каблучок здесь немножечко сделаем. Я провяжу 2 ряда. Кому нужно повыше, можно будет и 3 ряда провязать. Но это потом по ходу вязания. И потом опять закончим пару рядов
лицевыми петлями платочной вязкой и перейду к подошве. Значит, сейчас что делаю? Вяжем 10 рядов все лицевыми петлями. И по лицевой, и по изнаночной стороне провязываем. Да что ты, ну, не хочет сниматься. Провязала я 10 рядов лицевыми петлями. Вот такая вот деталь получилась. Что я вам еще не замерила, вот эту вот среднюю часть мысок 8 сантиметров у меня. Так, теперь, значит, провяжу я сейчас укороченные ряды 20 петель и потом еще 6 петель. Значит, как я рассчитывала укороченные ряды, я примерила на ногу. Ну, сюда, конечно, ногу живую я выставить не могу. Вот покажу вам на примере манекена. Вот так вот примерила. Потом посмотрела. Вот мне здесь не хватает рядов. Вот я провяжу до отсюда вот 20 петель. И потом вот до вот этой части 6 петель еще провяжу. Если размер большой, можно еще третий ряд укороченный сделать. На 4 петли вот добавить, допустим, да? Можно и так. Так вот я рассчитывала. Теперь провязываем сейчас 20 лицевых петель. Основной, да, это не основной, синий цвет. Первую сняла, остальные провязываю. Так, провязала я 20 петель. Теперь разворачиваюсь и буду вязать обратно. Есть много способов укороченных рядов. Я в этот раз делаю какой? Следующую петельку я ее буду обвивать. Нить провела наперед, петлю сняла, нить завела, подтянула, развернулась на изнаночную сторону и опять нить завела наперед. Получилось, что эту петлю 2 раза обмотала. Подтянула здесь, все. Далее все петли опять провязываю я лицевыми до конца ряда. Довязали ряд до конца, развернулись на лицевую сторону, опять провязываю вот эти вот 20 петель и добавляю к ним еще 6. Первую сняла, провязываю, следующие опять все лицевыми. Так, 20 петель провязала. Так, следующая вот она петелька, которую я обматывала, я ее провязываю 1, следующая 2, 3, 4, 5, 6 петель добавила. Опять петлю наперед завела, следующую петлю я обматываю, развернулась наизнанку, подтянула здесь. И опять теперь уже у нас осталось 26 петель. Провязываем все до конца. Все, 2 ряда я сделала укороченные. 1, 2. Вяжем до конца ряда. Довязали ряд до конца, перешли на лицевую сторону. Дальше что делаем? Провязываю теперь все петли. Вот до самого конца полностью весь ряд провязываем платочной вязкой лицевыми. И точно так же сделаю укороченные ряды со второй стороны. Только уже сейчас ряд довяжу, по изнаночной стороне там начну. Так, провязываю все лицевыми. Так, провязываю лицевыми. Вот наша обмотанная петелька здесь тоже плотно провязываем, не растягивая.
Так, вяжем ряд до конца. Довязали лицевой ряд до конца. Переходим на изнаночную сторону. Провязываем 20 петель лицевыми обратно. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Провязали. Опять следующую петлю я обмотала ниточкой, подтянула. И провязываю, обратно иду, возвращаюсь, 20 петель, опять провязываю все лицевыми. Довязываю до конца, перехожу на изнаночную сторону, провязываю все эти 20 петель и к ним добавляю еще 6 петель. Точно так же, как я делала на той стороне. Провязываю 20 петель по изнанке и добавляю 6, как я уже говорила. 1, 2, 3, 4, 5, 6 добавила. Нить перебросила, подтянула, развернулась на лицевую сторону. Все, возвращаюсь обратно, провязываю эти 26 петель. Все, на этом у меня укороченные ряды закончены. Следующий ряд по изнаночной стороне я провяжу весь лицевыми петлями и еще один ряд по лицевой стороне, опять же лицевыми петлями, и подошву я начну вязать с изнаночной стороны. Там еще потом полряда довяжу. Что у нас здесь получается? Вот, увеличили. Так, довязываем до конца и еще 2 ряда провяжем лицевыми петлями. Все, ряды укоротила. Увеличили. Вот, каблучок увеличили. Провязала я 2 ряда еще изнаночной лицевой. Переходим на изнаночную сторону. Провязываем боковые петли. У меня это будет 47 петель. Вот до середины. Подошву я начну на средних 12 петлях. Я сейчас вот эти вот петли провязала. Так, теперь далее провязываю 12 петель подошвы. Всю подошву буду вязать платочной вязкой лицевыми петлями. Так, взяла отдельную спицу, потому что здесь все скошенное. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И сразу я буду закрывать. Вот она, 12 петля. По изнаночной стороне 2 вместе я провяжу лицевой петлей, 1 петля с подошвы, 1 петля с боковой спицы, 2 вместе соединяю. Да что такое? Ну, что-то я сегодня не могу войти в колею. Развернулась на лицевую сторону. Опять провязываю без добавок пока. Провязываю все эти петли и последнюю 12 петлю буду соединять. Так, последняя петелька. Соединяю с петелькой с боковой спицы. По лицевой стороне 2 вместе провязала изнаночной.
Подтянула, перешла на изнаночную сторону. Здесь без изменений. Первую снимаю, остальные все провязываю лицевыми. И кромочную соединяю. Прибавки я сейчас начну делать с лицевого ряда. В следующем ряду прибавки будут в лицевых рядах. Так, соединила. Перешла на лицевую сторону. Что отдельную спицу опять возьму. Первую снимаю. Прибавки опять можно накидом перекрученным делать. Я опять буду делать прибавки точно так, как я делала вот здесь на мыске. Из одной петли я буду вывязывать 2. Вот сразу одну вывязала и вторую вытянула. Все, из одной петли 2 прибавила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, предпоследняя петля. Из нее вывязываю 2, 12, 13. И последняя 14 кромочная. Соединяю с петлей с боковой спицы. Значит, сейчас изнаночный ряд провязываю без изменений. Все лицевыми петлями. Добавки по лицевой стороне я расширю до 18 петель. У меня будет 18. Можно оставить 16, если 18 вам много. Так, провязываем изнаночную сторону. Перешла на лицевую сторону. Сейчас у меня будет последняя добавка. Первую сняла, из одной петли вывязала 2. Одну провязала, одну добавила. Довязываю до конца ряда. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Осталось 2 петли. Одну вытащила, одну провязала. И последнюю соединяю. Всю подошву я так и буду сейчас продолжать соединять по лицевой стороне. 2 петли провязываю изнаночной петлей, по изнаночной стороне петлю с подошвой, петлю с боковой спицы я провязываю, соединяю лицевой петлей. Все, прибавки закончились. Далее я продолжаю вязать подошву. Я буду вязать на 18 петлях. Значит, не довязывая, смотрите, сейчас я вам покажу. Все, расширили. Вяжем лицевыми петлями, соединяем все вот эти вот петли до конца. Так, что у нас здесь получается? Вот на готовом уже вам покажу. Так, вот это моя подошва. Вот я вяжу на 18 петлях, вяжу. У меня останется на спице 20 петель. И я вот здесь по подошве по одной петле убавлю. Останется 16. И до конца я уже довяжу на 16 петлях. Вот так вот. Ширина подошвы у меня 6 сантиметров. Ну, еще с боковых сторон заходят сюда вот ряды. Ну, а здесь, естественно, она уже будет 5. Значит, сейчас что делаем? Соединяем все петли подошвы, довяжу ее до конца, замерю ее длину в сантиметрах вам. Закончила я соединять петли все подошвы, подошву довязала. Значит, она у меня в длину, вот чуть-чуть подтянули до 24, а так 22. Так, далее что я делаю? Значит, сейчас я перехожу, буду вязать пятку. Минуточку. Значит, вариант еще какой? Закрыть пятку. Если вам этой длины достаточно, можно не довязывать, тогда было 8 петель. По одной петельке с каждой стороны в начале и в конце ряда убавить, сойти на нет здесь. И просто вот этот вот задник сшить взять.
Я люблю, чтобы была хоть небольшая, но пяточка, значит. Сейчас у меня 16 петель. Провяжу несколько рядов, не довязывая 3-4 ряда. Я начну делать убавки. Потом перейду на белый цвет и на спице номер 2,5. И продолжаю вот делать убавки, убавлю, получается 6 петель я убавила, останется у меня 6 петель. Далее у меня начинается резинка, я одну петельку посередине еще закрою, останется 5 петель и довяжу до конца резинку на 5 петлях. Все, закрою петли и сделаю крючком вот такую вот обвязку. Вот так вам сразу рассказала, как я буду делать этот задник. Угу. Теперь, ну, если что забыла, потом допишу. Угу. Довязала я, закрыла последнюю петлю. Так, нет, вот последняя петля. У меня ряд закончился, последний вот по изнанке. Теперь что я делаю? Поднимаю вот самую первую дужку. Вот смотрите, косичка вот эта вот проходит. И 2 вместе, одну с боковой спицы, вот дужку, и петлю последнюю с пятки, с подошвы. 2 вместе я провязываю лицевой петлей. Ага, перешли на лицевую сторону, первую сняли, опять провязываем все петли до конца. Так, последняя петля, поднимаю вот петельку одну и 2 вместе провязываю изнаночные. Я вот так соединяю, подтянула, перешли на изнаночную сторону. Вот что у нас, кстати, здесь впереди. Опять первую снимаем, провязываем все петли лицевыми и последнюю соединяю. Так я провяжу, как я сказала, сейчас несколько рядов и начну делать убавки. Довязала до последней петли. Теперь она подняла ее. 2 вместе соединила, провязала. Так, вяжем, соединяем. Так, провязала несколько рядов. Что у меня здесь осталось? 1, 2, 3. Начну делать убавки. Так, первую сняла, следующие 2 петли провязываю вместе. То есть одну петлю убавила. Вяжу до конца ряда, не довязывая 3 петель. 2 петли провяжу вместе и кромочную соединим с петлей с боковой части. Так, осталось 3 петли, 2 вместе провязала и кромочную соединила. Далее я убавлять буду плавно, не в каждом лицевом ряду, а через один лицевой ряд. Сейчас я изнаночный, лицевой, изнаночный провяжу без изменений, а потом опять сделаю убавку и так далее. Потом поменяю белый цвет. Здесь, в общем, сейчас вяжем, убавляем. У меня такой красивый цвет, прям такой синий, красивый вот цвет моря в ясную погоду, а на видео обычно синий. Прям расстроилась. Так, довязываю я последний ряд синим цветом. Смотрите, у меня белая нить я не обрезала. Вот тут сбоку она у меня
оставалась, поэтому я ее по изнанке сейчас проведу в конец ряда, переброшу. И следующий ряд с изнанки я буду вязать белым цветом. Здесь начинается у нас лицевая гладь. Так, платочной вязкой довязываю последний ряд. Так, все, последнюю петлю сделала. Теперь далее перехожу на спицу номер 2,5 и белым цветом буду вязать все изнаночными петлями и также продолжать делать убавки. Так, здесь надо будет сейчас подвязать эту нить. Все до конца провязываю изнаночными. Последняя кромочная, опять я ее закрываю. 2 вместе соединяю. Так, подождите, здесь я буду соединять теперь изнаночной петлей. Здесь я соединяла, у меня по лицу была изнаночная петля, а теперь у меня по лицевой стороне будет лицевая петля, значит по изнанке я 2 вместе провязываю изнаночной петлей, соединила. Я записи в этот раз не делала, все в голове держу, поэтому вот иногда ступор находит. Так, первую сняла, далее провязываем все. Ой, тут надо было местами переставить синюю, назад взять. Подтянули ее. Опять перешли на изнаночную сторону. Все провязываем изнаночными. Подняла одну дужку. Две петли вместе провязала изнаночной, соединила. Перешла на лицевую сторону. Первую снимаю. Первая, вторая провязала вместе, сделала опять убавку. Далее опять провязываю все лицевыми. Не довязывая 3 петель, 2 петли провязываем вместе, убавили. И последняя соединяем. 2 вместе провязала лицевой. По лицевой стороне соединила лицевой. Перешла на изнаночную сторону, опять провязываю изнаночными. 3 ряда провяжу и опять сделаю одну убавку. Так, вяжем задник, убавляем петли. Убавила я до 6 петель. Смотрите, теперь начинается сейчас резинка. Переходим на резинку. Посередине я закрою еще одну петельку, убавлю. И будет у меня 5 петель. 1, 2. Ой, у меня кошка больная. Сил моих нет. Так. Ай, выбила она меня из колеи. Эта кошка вернулась обратно. Перехожу на резинку. Вяжем сейчас все резинкой. Кромочную сняла. Следующая лицевая. Далее 2 петли провязываю вместе изнаночной. Убавила. Оставила
Вот одна изнаночная получилась, опять одна лицевая и 5 у меня кромочная. Вот 5 петель получилось у меня. 1, 2, 3, 4, 5. 5 кромочную закрываю. И далее на 5 петлях я буду продолжать вязать. Перешли на изнанку. Первую снимаем. Что у нас здесь по узору идет? Одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. И последнюю опять я соединяю. Изнаночной петлей соединила. Так довяжу до конца резинкой и закрою петли. Так, довязала я до конца. Петли буду закрывать по изнанке. По 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Так, закрыли петли. Так, последняя. Теперь протягиваю ее, вот соединяю. Теперь далее крючком вот сделаю такую обвязку. Сразу же вот крючком соединила. Набираю 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Далее, смотрите, 1, 2, 3. В третью дужку ввела и присоединила. Так, петлю вытащила, соединила. Я крючком небольшой мастер, поэтому вот как умею. Соединила и опять 1, 2, 3, 4 петельки провязала. Далее 1, 2, 3 в третью. Подвязала. И так обвяжу весь верх. 1, 2, 3, 4. Еще раз. Так, что у нас здесь? 1, 2, 3. Все, обвяжем вверх, и на этом будет готово. Вот такие вот кружавчики получаются. А я на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, что были со мной. Вот, кстати, сколько осталось у меня синей пряжи, а белой и того больше. Так что очень бюджетные. Всем пока-пока, до новых встреч.